Я настроился один подумать. Давай, может быть, позже, окей? Какую игру ты ведешь, Лолошка? Некоторые ветки должны стираться, Лолошка. Я не уверена до конца, но мне кажется, по своей сути организация не злая. При текущем уровне внешнего воздействия ресурс фильтров расходуется в 1900 с половиной раз быстрее нормального. Пойдем проверим. Чё это за погодка такая? О май гад. О да, секретная комната, секретные разговоры и секретные планы. Планы по тотальному разрушению организации. Во всей этой истории камнем преткновения выходит Лая. Она, как член организации, не разделяет лишь часть действий организации. А у меня и Вальдхара планы более решительные, разрушительные и, признаться честно, вообще не продуманные. Ни капельки. А чё, тут еще думать надо? Напомню план Лаи. Мы мешаем работе штурмовиков, отдел контроля на это реагирует, передает информацию совету директоров, директора идут искать проблему, понимают, что это саботаж, процессы меняются, система становится нормальной. Чё? В плане нормальной. Это все звучит как бред, потому что, напомню, Лая не против стирания веток. Это мутная история, о которой выразился даже Вальдхар. Он сказал, что это брехня и добавил: у нас тут вообще-то все реальности ломаются из-за стирания веток, если ты не забыла. Нахрена нам просто приостанавливать то, что нам надо остановить? Ты не понимаешь, ветки не могут не стираться. Я, честно говоря, не понимаю. Лая, ты кто? Ты чё несешь-то? Как можно продолжать стирать ветки и не затрагивать параллельные реальности? Лая, какую систему ты хочешь поменять? Ай, ну давайте думать, смотреть. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы должны понять, что контролирует Пит. Да-да, тот самый старина Пит. Если мы начинаем делать хоть что-то, чтобы уничтожить или, как говорит Лая, изменить систему организации, то сначала нужно понять, к чему есть доступ у Пита. А вообще, давайте так, какие бы мутные, странные и, скажу как есть, непонятные диалоги с Лаей не происходили в предыдущей серии, нам также нужно не забывать про Тадмавриэля. Да, это не тот персонаж, с которым я бы хотел вести какой-то задушевный диалог, но нам он нужен только чтобы продолжать жить и начать получать информацию. Хотя правильнее будет сказать торговаться на информацию. В общем, скажу честно, перед этой серией я небольшой спойлер получил. Дабы продолжить сюжет, надо спать лечь. Поэтому давайте не будем бегать, не будем где-то там ходить, а просто возьмем и ляжем. Так. О, какая-то катсцена, да? Черт. Ну нет, нельзя так. Мы ведь так и не определились с планом. Черт. А я больше увлекся проектированием и сборкой доски, нежели сосредоточился на наших идеях. Что в итоге? В итоге у нас нет ни конкретного плана, ни сформированной позиции. Ничего. Еще этот Тадмавриэль со своими заскоками, как заноза в заднице. О, я хочу свою ветку. Тоже мне соловей. Да, на самом деле даже завидую немного такой самоуверенности. Джон вот явно бы за словом в карман не лез. А я почему-то решил терпеть это все. Такая, блин, ситуация сейчас. Все от меня чего-то ждут, даже Лая. Хотя, казалось бы, Лая все это время работала самостоятельно и, наоборот, не хотела меня посвящать в эти свои дела. Да. А еще этот Вальдхар, который... Ну я-то за любой движ! Ага. Если этот движ заключается в том, чтобы со всеми поспорить и, не найдя аргументов, пойти грушу лупить, то... Ай, черт. Ладно. Что делать-то, собственно? Мне кто-то подскажет, как правильно поступить? Какой план придумать? Как жить-то? Ладно. Сейчас придумаем. Будто бы есть выход. Ага. А Вальдхар получает... да, Вальдхар в бункере. Мистер Флафферти, где же ты? Почему ты бросил меня в столь трудный час? Ты же первый, как и я. Мы должны вместе держаться. Ты не помнишь клятву, неужели? Здесь
не расскажешь же, Ло, что я его помидоры подъедаю, а? Ну, расскажешь, вот так, значит, да? Ну, смотри, мистер, разделаюсь, да? Понятно. Ну, зато Вальдхар ест овощи. Это полезно. Остальное даже комментировать не хочется. Как-то жалко его. Надеюсь, когда-нибудь его отпустят воспоминания о концентрированном времени. Пойду отсюда. Привет, Гушиня. О, да ладно. Не я кормлю, а сам Лоулошка. И уснула. Люблю вот такие катсцены, на самом деле, когда ты можешь ничего не делать, а персонаж как бы выполнит всю роль за тебя. Это приятно. Что еще? Это выглядит так, как будто он думает, раздумывает и тянет время. Но как будто бы лучше это делать где-то у доски, потому что там куча всего написанного, и надо бы там почитать, не? Вот что тебе этот модуль? Зачем? Кажется, что ты явно там ничего не найдешь. Угу, понятно. О, вот этим я уже не пользовался десятки серий. Так, ладно, все, нельзя больше откладывать. Я готов. Больше дел буквально не осталось. Я уже даже на утиль обломки поперерабатывал. Пора заняться планом. Угу. Да, все-таки он тянул время. Лая? А ты что тут делаешь? Да-да-да, привет. Я тут пытаюсь понять, с чего начать. Но в голову вообще ничего не лезет. Очень уж непродуктивный был наш последний разговор, помнишь? Угу. Согласен. Я тоже сюда пришел с этой целью, кстати. Так, получается, вместе подумаем? Блин, ну не ожидал я тебя здесь увидеть. Мне почему-то кажется, что если мы сейчас снова начнем думать с Лаей, то это фигня полная, и она опять сведет к своему. Поэтому это будет тот момент, когда я нажму «Отказаться». Нет, прости, Лая. Я настроился один подумать. Давай, может быть, позже, окей? С чего это? Какую игру ты ведешь, Лолошка? Да нет, я ничего такого не имел в виду. Я знаю, что у нас типа команда и все такое. Просто... мне так проще сосредоточиться, Лая. А потом обсудим, само собой обсудим. Да ладно, тебе не волнуйся. Все нормально. У меня нет причин тебе не доверять. Давай, думай. А я потом тоже поделюсь мыслями. Есть у меня парочка. Удачи. А, нифига, она прям так. Ну что же, будем думать. Начнем, пожалуй. О, и начинаются одиночные рассуждения. По-моему, это, кстати, первый раз за десятки серий, когда Лолошка думает над планом один. Не по наставлению там Лаи, и уж тем более Вальдхара. Ну, давай посмотрим, что из этого получится. Итак. Нифига себе. Я даже не успел ничего из этого прочитать. В любом случае, продолжай. Ну что ж, я придумал применение сладкому желе слаймов. Создал чертежи для гаража, что давно пора было бы сделать. Подумал, что неплохо было бы заправлять салат ореховым маслом и... А что еще-то? Ну, помимо важных и нужных мне размышлений о том, что надо делать дальше, банальная правда в том, что я даже не знаю, как с Питом связаться. Не говоря уже о том, захочет ли он в открытую помогать. Потому что одно дело за стаканом пива хаять организацию, а вот саботировать ее деятельность — это совсем другое. Поэтому не знаю, о каком плане может идти речь, если весь план должен строиться на Пите. Надо бы сначала придумать, как с ним связаться. А вообще забавно будет, если он уже на пенсию вышел, а я даже не понимаю, как эти километры работают. Думаю, что я могу просто у Малецки спросить насчет Пита, чтобы с ним увидеться еще разок и так далее, а там решим. О, и еще кое-что. Надо бы спросить у Лаи, почему она вообще считает, что ветки должны завершаться? Еще что-то в голове крутится. Вот прямо уже готово сорваться в виде мысли, но... Ладно, это бесполезно. Надо идти к Лае. Надеюсь, она в Прунусе. Так,
Подожди, ты прям реально сам это сказал? Надо спросить у Лаи, почему она считает, что ветки должны завершаться. Лололошка, я тебя прям обожаю. Он сам до этого допер. О боже, я-то думал, что, знаете, будет примерно такое, что мы, как зрители, думаем об этом, а Лолошка такой, плевать. Мне правда надо понять, почему Лая так уверена, что нельзя завершать процесс стирания веток. Может быть, это приведет к чему-то более страшному? На всякий случай, давай-ка знаете, что еще прочитаем? Структура. Мы в предыдущий раз не посмотрели, нифига себе она большая. Структура. Самый главный, это кто? Совет директоров. Луиза де Саль. Межфункциональные отделы. Отдел контроля исполнения решений. Аса Браун, приемная мать Малецки. Штурмовики, команды по исполнению решений. Лая, бывший штурмовик. Кацпер Малецки. Тут еще, знаете, не хватает этого скримера. Сиделки, административный персонал. Техотдел. Старина Пит, почти пенсионер. Этнический отдел. Ой, господи, как тут много всяких отделов. Процессы, это мы уже читали. Синклит маленький. Для измерения используются километры. Окей, мне нужно одеться. Вообще, прежде чем куда-то телепортироваться, мне, наверное, в Вальдхар нужен, типа, вместе пойти, не? No. Видимо, это не командная работа, я понял. Обязательно забежим сюда. Да, не забываем про тренировочку. У меня всего 200 опыта было. А сейчас 3280. Ну, собственно, прости, Вальдхар. Я пошел, видимо, без тебя разберусь. Пронус. Ну что, поразмышлял? О чем думал? Ты зря смеешься, Лая. Я понял, что нам пока рано строить масштабные планы. А? Почему это? Почему? Да потому что мы даже не знаем, как с Питом связываться. Не говоря уже о том, согласится ли он с нами работать. А ты тоже думала об этом? Ну так это же логично. Лолошка, первый пункт в нашем плане очевидно. Вербовка Пита. Ну знаешь, не то чтобы очевидно. Вчера ты об этом даже не сказала. Ну вообще никто не сказал. Но шпилька засчитана, хорошо. А теперь давай. Какой второй пункт? Подскажешь? Блин, ну а чё ж ты не можешь просто сказать? Вот Лая, она всегда такая. Вечно какие-то загадки, недоговорки. Блин, ну просто скажи этот второй пункт и все, бога ради. Чё там? Сбор дополнительной информации с помощью Пита. И вот что бы я сейчас не выбрал, вот просто давайте я немножко на будущее погляжу. Лая любит делать фейспалмы. Она не любит, когда другие тупят. Устранение главы отдела штурмовиков с помощью Пита. Ой, ну нет, это точно не то. Мелкий технический саботаж с помощью Пита. Сбор дополнительной информации с помощью Пита. Ну да, информации. Ой, зачем, Лолошка? Ну что ты еще там хочешь узнать? Нам надо просто парализовать работу отдела Малецки. А для этого... возразить, дать Лае договорить. Блин, на самом деле, парализовать работу Малецки я все еще не понимаю зачем, потому что нам, по сути, нужно отказаться от стирания веток, поэтому возразить. Погоди, Лая, почему именно это? Зачем парализовывать? Я как в прошлый раз не понял, так и сейчас. Почему именно штурмовики? Вальдхар прав, что стирание веток влияет на все реальности, а это куда более серьезная проблема. И я не понимаю, почему ты думаешь, что это заставит организацию, которая существует уже миллиарды лет, ну или там, километров, пересмотреть свою систему? Почему, Лая? За этим что, кроется что-то еще, да? Нет, конечно нет. Я уже сказала в прошлый раз, что стирание веток существует не просто так. Понимаю, что это страшно, что это делает сама организация и что, по сути... Да нет же, Лая, не по сути! Это же такое убийство, как и добивание выживших! Нет, я так не думаю. Ты ж, в смысле? Ты ж сама мне это сказала в качестве аргумента о том, что организация это зло! Черт, я не понимаю тебя! Нет, я не вижу тут никакой логической несостыковки, Лолошка. Если организация знает, как стереть ветку, то может стереть их все, верно? Если бы организация это делала со злым умыслом, против всего мироздания, то стерла бы все и не парилась. Организация точно делает это не просто так. Некоторые ветки должны стираться, Лолошка. Когда я спрашивала об этом у разных отделов, все говорили, что это необходимость для нормального функционирования времени. Понимаешь ли, я не уверена до конца, но мне кажется, по своей сути организация не злая. Просто существа, которые оказались в ее главе, слишком полюбили вкус власти и контроля. Ой, блин, что-то аж похолодало здесь. Эй, ты куда уставился? Да так.
Что-то мне подсказывает, Лая, что ветки не должны стираться. Но аргументов у меня нет, да, я знаю. У тебя тоже, кстати, особо нет аргументов. Именно поэтому нам нужно раздобыть как можно больше информации об этом. О ветках, о настоящей задаче организации, о причинах и всяком таком. О, и как же ты собираешься это все узнавать через простого техника? Ну... Вот, видишь? Вдобавок, почему мой вариант это отличный старт, я уже говорила. Мы остановим убийство Да и... нет, Лая, ну хватит это постоянно говорить. Не остановим мы убийство, если ветки продолжают стираться. Еще раз, Лолошка. Убийство мы остановим, потому что если есть те, кто в стертых ветках выживает, значит так и должно быть. И наша задача помогать естественному ходу вещей, а не идти против мироздания. Черт. Я понимаю, я бы рассуждал так, но... Да тихо, дай договорить, ладно? Спасибо. Мы остановим ненужные убийства. Мы попробуем наши силы. А также, что самое важное, мы покажем, насколько несовершенна система организации. И таким образом мы заполучим больше сторонников и сможем получить доступ к информации и всему остальному. Но... как мы дадим о себе знать, не подвергая себя риску? О каком риске речь, Лолошка? Все сотрудники организации, кроме одного, отвязаны. Отследить нас невозможно. Оперативно ликвидировать большую группу существ тоже. О, ты посмотри. Видишь, я все еще вполне себе жива и здорова. А значит, у организации нет инструментов. О, а вот на этом моменте я бы поспорил, кстати. То есть она говорит, что отследить невозможно только за счет, что она жива и здорова. Но я помню, Луиза де Саль сама говорила, агент Каталонес вернется сама. Лая, в этот момент ты, мне кажется, супер-мега не права. Ну ладно, продолжай. Ну звучит логично. То есть ты согласен с моим планом начать со штурмовиков, да? Блин, Ладно, на самом деле ее план, вот я так поверхностно прочитал, мы как минимум перестанем убивать тех, кто выжил в мертвых ветках. То есть, например, Хэтентеп или те феи, они бы не погибли, потому что штурмовики бы не работали, а ветки при этом продолжались бы стираться. Я не совсем, правда, понимаю, а разве это не звучит как-то по-садистски, что ли? Разве все эти существа не будут мучиться, как и в других параллельных реальностях? Но, ладно, знаете, что меня привлекает даже вот в этом сообщении? Начать со штурмовиков. Именно начать. Я так понимаю, она хочет не убивать, а наоборот спасать тех, кто остался в мертвых ветках. Но с самими ветками-то что делать? А что делать с параллельными реальностями? Я очень надеюсь, что мы еще об этом, ну типа, подумаем, вернемся к этому. Да, согласен, так и будем действовать. Пойду расскажу Вальдхару. Согласен, конечно, но есть одно но. Вальдхару ты сама объяснишь. Нет, я не согласен, давай думать дальше. Ну да, хорошо, это норм план, но вот просто меня постоянно будоражит вот эта тема с параллельными реальностями. Там-то мы никому не помогаем. Ну окей, да. А чего это я расскажу, а? Ну, мне не хочется с ним спорить. Хотя бы потому, что я с ним согласен, Лая. От этого стирания страдают существа, которые никак не пересекаются с организацией. У меня нет ни информации, ни нужных аргументов в защиту этой позиции, поэтому... Ладно, пока что я с тобой согласен. Вальдхару все это не нужно. Ему достаточно факта, и он уже готов все разнести. Я переубеждать его не хочу, так что это ложится на твои плечи. И если тебе удастся это, то я соглашусь следовать твоему плану, так и быть. О, ты меня недооцениваешь, Лолошка. Малус. Не, я рад, что Лолошка тоже придерживается этого же мнения. Вот прям я обожаю. Понял. Ага. Да, я очень рад, что сейчас Лолошка не начал в духе: ну ладно, может быть, Лая права, может быть, она действительно знает, что делает. Не-не-не, это бред все. Но так как у нас буквально нет другого пути, с чего можно начать, приходится соглашаться. Приостановить смерти — это уже какой-то первый шаг. Короче говоря, прописываем Малус. Да. О, его уже нет. Оперативность отвязанных от времени поражает. Что же это означает для меня? Ну, то, что мне надо заниматься делами. Пойду запишу наш план для начала. Я так понимаю, у Лаи получится Вальда уболтать. Ну да. Кстати, вообще, если так подумать, Лая может уболтать кого угодно. Она ж типа может вечно переходить во время. Ну, пойдем. Получается, мне сюда? Ага. Интересно, что напишет. Угу, ну вот, неплохо. Осталось дождаться, пока Пит сам заявится, как в прошлый раз. Это намного безопаснее, чем активничать самому. Так что да, отдамся воле случая. Самое эффективное и незаметное. А если вдруг Малецкий решит заглянуть,
то попробую аккуратно узнать у него. Так, а теперь мне... О, черт. Ломается бункер, видимо. Подожди, а что произошло? О, господи, нет. Нет, 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 погоди, стоп, стоп, стоп. Боже. Сначала прочитать план, надеть скафандр. Так, проверяем. Да, смотри, у меня появилась иконочка план. Вербовка Пита, саботаж отдела штурмовиков, вербовка сомневающихся, информация... Победа? Ну, знаете, это не звучит как победа, от слова совсем. И опять же, я в третий раз повторюсь, рад, что и Вальдхар, и Лолошка думают так же. Но в любом из вариантов вербовка Пита присутствует, поэтому начнем действительно с нее. А теперь что у нас за проблемы-то? А ну-ка! Не надо мне тут это проблем. Ща, Уткар, скажи что-нибудь. Внимание! Обнаружена аномальная электромагнитная активность. Из строя выведены приводы наружных гермозатворов, а также метеомодуль. При текущем уровне внешнего воздействия ресурс фильтров расходуется в 1900,5 раз быстрее нормального. Рекомендуется провести восстановление гермозатворов. Ага. Я понял. Что, аномальная какая-то хрень? Починить двери, починить антенну. О, блин. Походу я столкнулся с какой-то новой погодной аномалией. Почему все в Архее пытается убить меня? Так, без паники, без паники, без паники. Сейчас, здесь надето, здесь все есть. Пойдем проверим. Че это за погодка такая? О май гад! Какая, блин, красота! Только у меня при этом скафандр не работает и... Ой-ой-ой, что тут происходит? Привод гермозатвора, это что, дверь, да? Электронная лампа, поршень. А еще антенну. Это вот это. Ага, стальной стержень, листовое железо, высоковольтный кабель. По сути, у меня все есть. Сразу же возвращаемся. Какая задница-то? Не, ну аномальные погоды это прикольно. Значит, стальной стержень берем, листовое железо присутствует. А еще нам нужна какая-то лампа. Вот, электронная. Требуется... пластина и полированный розовый кварц. Изи. Работа выполнена, все, починить. Задание импи обновлено, далее. Починить. Супер. Скафандр, конечно, у меня от этого не починился. То есть, получается, с этой аномальной погодой нормально не разгуляешься. Офигеть. Кстати, машина, как она себя чувствует? Так. Она сразу глушится! Обалдеть! Ладно, все. Пора вернуться. Я не знаю, как у меня там скафандр тратится. О, вот это да. Надо бы добавить информацию об этом погодном явлении в журнал метеомодуля. И задуматься о том, как этому противостоять. Потому что перспектива остаться без электроники и фильтров меня вообще не радует. Ага. Сейчас как раз прочитаем, что это такое. Так, тут разобрался. О защите подумаю чуть позже. А где Лая и Вальдхар? А где Лая и Вальдхар, кстати, реально? Так, сейчас. Палящее солнце, гроза. Во, электромагнитная буря. Пока что самое коварное явление. Напрямую на организм не воздействует, но отключает всю электронику, а также выводит из строя метеомодуль. И, вероятно, двигатель автомобиля. Неприятно. Да, реально автомобиль также не работал. А ну-ка. Вальдхар, Лая. Вы где? Давай на всякий случай здесь все проверим. Нет. Ну там, кстати, скафандра не было. Получается, да, мы одеваемся. Прописываем прунус. Угу. И что делать? Погоди, здесь их тоже нет? Ладно, это уже странно. Я бы даже сказал необычно, потому что места, где они обычно бывают, это эти места. Прописываем малу. Ну-ка. Ну ладно. Видимо, остается только ждать. На самом деле, я уже так вымотался за сегодня, что с удовольствием бы вздремнул. Угу, понял. Ладно. О, мне опыт дали! 13 тысяч, ну наконец-то! Все, я могу нормально снять, верно? Ага, вроде ничего не пытается меня убить, ничего не поломано. Но вот эта электромагнитная буря, это дичь. Это пока что реально самое дичевое. Так, кстати, меня тут немного аномальная погода отвлекла. Давай сразу проверим. Лолошка написал план, но написал ли он что-то еще? Допустим, вот, процессы. Организация не может найти Тадмавриэля. Тадмавриэль уверен, что они знают, как его убить. Главная задача — ликвидация живых в закончившихся временных ветках. Организация ищет другой способ помощи выжившим в закончившихся ветках, вот. Но пока не нашла. Действительно ли организация ищет другой способ помощи? Вот, наверное, если бы мы знали ответ, то дискуссия с Лаей была бы сильно проще. Еще она была бы проще, если бы мы знали вот здесь ответ. Знает ли руководство, что временные линии в параллельных реальностях также заканчиваются?
Пытается ли решить эту проблему организация? Вальдхар об организации в другой реальности не знал, так что, скорее всего, даже если они знают, попасть туда не могут, ибо это как-то связано со временем. Думать об этом бессмысленно, я уверен, что все это раскроется, и давай-ка, знаете, что посмотрим? Исследование. Вот оно! Нам открылись какие-то... Что это? Слизни-бусты. Небольшое лакомство из сладкой слизи. Ненадолго повышает прыгучесть. Ага, а здесь? Ненадолго повышает сопротивление организма внешней среде. Это звучит как... типа просто сопротивление и все? В том плане, что мы меньше урона будем получать. Также у нас есть желтый, ненадолго повышает скорость работы инструментами. Здесь очищает организм от патогенов. Убирает плохие эффекты. Вот это, наверное, пока что самый приятный. И есть красный. Ненадолго повышает физическую силу. Это самое неинтересное, честно говоря. Так и быть, давайте чисто на будущее. Желтый слизни-буст исследовать. Да, ненадолго повышает скорость работы инструментами. Я не знаю, правда, зачем мне сейчас это нужно, но может быть в будущем. Просто я уже сам начинаю замечать, как у меня постепенно заканчиваются запасы. Я 30-40 серий назад сделал эти запасы, и вот они только сейчас начали подходить к концу. И то не все. Нам как раз показали, что утиль сырье можно делать, а из него металлы. То есть получается, да, я сделаю сейчас слизни буст желтого цвета, смогу супер быстро копать, добывать много всякого говнеца. Я напомню, что у меня кирка копает сразу много блоков. Давай покажу. Оба! Вот так вот, да. Оба! Удобненько. И с этим самым говнецом я могу брать и создавать много-много металлов. Да, вот только в эту погодку это какая-то плохая идея. Я даже не знаю, сколько у меня заряда. Ну нафиг, вернусь лучше. Кстати, я еще помню, что у нас открылся новый модуль. Видите. 1. Гараж. Угу, гараж. Этот незарегистрированный в основной базе модуль содержит лифт-подъемник с гермозатворами для удобного хранения автомобиля. Непосредственно в бункере, что? Также имеется возможность установки мастерской для работы с характеристиками автомобиля. Ой, слушайте, кажется, у нас с этим автомобилем будет еще много всякого. Запчасти в комплект не входят и воруются в автомастерских отдельно. Окей. Сколько? 25 тысяч. Серьезная задачка, если так подумать-то. 25 тысяч я не накоплю сейчас. А ну-ка подскажите мне, пожалуйста, я могу сейчас потренироваться? Пожалуйста. О, да. Фу, блин, ну хорошо, сейчас у меня будет примерно 16 тысяч. Да, 16 429. Костюм обязательно заряжаем. Работа выполнена. Надеваем. Привет, дурацкая погода. Я хочу просто проверить, как... А, стоп! Тут даже опыт не показывается. То есть я не только заряд костюма не могу узнать. Это пипец. А каким образом я тогда должен это делать? Ну, то есть, да, хорошо, я вот так вот немного добыл. А, подожди, может быть здесь? Да, вот здесь могу. 16 444. Немножко подобывали. Еще подобывали. 16 452. Да, это медленно, но это не основной способ добычи, не. Напомню, что у нас есть величайший способ под названием булыжные ступеньки. Вот, сразу много получаем. Итого 16 522. Ну, где-то 100 опыта мы получили, и это за меньше, чем стак булыжника. Блин, ну 25 тысяч. Думается мне, что легче как-то выполнить какое-нибудь задание. Здесь самое главное понять, как часто я смогу посещать тренировку, потому... Что? Подожди. А сколько времени прошло? Я, походу, понял, как это работает. Оно обновляется... Ну, давайте вот представим, что, короче, есть таймер. Вот, полоска, 30 минут таймер. И каждые 30 минут происходит обнуление. То есть я снова могу посетить зал. И я могу, например, прийти в зал примерно за 2 минуты до конца этого обнуления. Потом подождать еще 2 минуты. И снова прийти в зал. То есть я сейчас попал прям под самое начало, и у меня уже 19 тысяч опыта. Приятненько. На данный момент это то самое время, когда я не хочу строить какие-либо теории, потому что я понимаю, сейчас заканчивается вот это затишье, и как бабахнет какая-то буря. Поэтому перед этой бурей я не буду делать никакие выводы. Понятное дело, что лично у меня и Вальдхара плана не особо-то и нет. Мы не знаем, что такое Синклит. Мы не знаем, как устроена организация. Так что в любом случае Лая нам помощник. Как бы мы ее там ненавидели. На этом я буду постепенно заканчивать. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки и подписки. Не забывайте не пропускать это мимо ушей. Можете даже вот прямо сейчас нажать, почему бы и да. А если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и План, в котором не учитывается много других факторов. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.